Всем привет! С вами канал Математические эксперименты. Сегодня я вам расскажу про геометрическую алгебру. В математике есть, алгебраическая геометрия, одна из самых продвинутых областей. А есть наоборот, геометрическая алгебра. Это совсем про другое, но тоже модная штука. В интернете вы можете найти множество видео про эту геометрическую алгебру. Хотя тут неправильное определение дано прямо на титульной картинке. Но видео хорошее. С картинками, с анимациями, с красивыми примерами. В частности, там приводится во многих видео пример, как с помощью геометрического произведения можно записать уравнение Максвелла из физики в одну строчку. Я тоже попробую добраться до этого примера. Хочу рассказать про геометрическую алгебру немножко по-другому. Как реализовать алгебру Клиффорда на языке вольфрам-математика. Не буду обманывать, это не школьный материал, это может быть сложно для школьников. И сложность в первую очередь в вопросе «зачем?». Зачем проводить все эти построения? Впрочем, если вы знаете про детерминант матриц, про векторное произведение, знаете концепцию факторизации, например, что такое фактор группа, знаете. И еще, например, знаете, как интегрировать по поверхности и знакомы с дифференциальными формами, то, возможно, рассуждения, которые здесь будут проводиться, вам покажутся вполне себе естественными. И еще это может быть интересно программистам, которые узнают, как в языке вольфрам-математика можно определять свои собственные операторы или переопределять существующие. Это тоже отдельно интересная тема. Да, и в математике это делается совсем по-другому, не так, как в языке C++, Java или Python, потому что математика – это не императивный язык программирования. Это term rewriting system, которая основана на правилах и на преобразованиях выражений. Буквально вычисление в математике – это не выполнение пошаговых инструкций, а пошаговое применение правил упрощения выражения. Вот, например, такое выражение, оно упрощается до следующего, приводится к каноническому виду. b умножить на 5 приводится к каноническому виду 5b. Ну а это схлопывается до 32. Поехали. Первая важная концепция – это концепция мультивектора. Пусть у нас есть какое-то векторное пространство, например, трехмерное, и в нем есть базисные вектора E1, E2, E3. Так вот, мы с вами запишем такие формальные штуки. Там E1, крышечка, E2. Крышечка. Мы с вами сейчас будем определять оператор крышечка. По-английски называется wedge. Когда он унарным образом применяется, он так и остается словом wedge. А когда он применяется к двум операндам или к трем, то он изображается в виде крышечки. Пока еще ничего не понятно, но, наверное, и не должно быть понятным. Короче говоря, кроме векторов E1, E2, E3, мы будем с вами еще рассматривать бивектора E1 крышечка E2 или там E2 крышечка E3 и три вектора. И еще мы с вами будем рассматривать просто скаляры, числа 1, 2, 3 и так далее. Для того, чтобы не видеть вот это слово wedge, когда wedge применен унарным образом, мы зададим такое правило. Наверное, надо побольше примеров нарисовать. В общем, любые комбинации базовых векторов, соединенных крышечкой. Это наши новые базисные вектора. Теперь у нас расширенный базис векторов. Кроме векторов E1, E2 и 3 у нас появляются еще бивектора, три вектора и так далее. Это такой элементарный вектор, равный базисному вектору, умноженному на число. А вот это вот линейная комбинация элементарных векторов. Формальная сумма скаляра, вектора и три вектора. Обыкновенный вектор у нас будет записываться вот таким образом. Вектор с координатами x, y, z. Но еще у нас будут бивектора и вот эта штука у нас будет называться псевдоскаляром в трехмерном пространстве.
В общем виде пространство мультивекторов – это пространство линейных комбинаций вот таких вот штук. Дальше мы будем кое-что хотеть от оператора крышечка. Во-первых, мы захотим, чтобы он был как умножение. То есть, чтобы мы вот эти скобочки могли раскрывать по понятному закону. Каждый элемент из одной скобочки должен через крышечку умножиться на каждый элемент из второй скобки. Для того, чтобы применять вот этот закон дистрибутивный, в математике есть функция distribute. Она воспринимает выражение, которое дано внутри, как умножение. То есть любую штуку, любую функцию f она будет рассматривать как умножение. И раскроет как бы умножение двух скобок. Давайте проверим, что это работает не только для f, но и для крышечки. Вот работает. Мы захотим, чтобы эта дистрибутивность применялась автоматически. И еще мы захотим, чтобы вот эти вот числа 3, 13, чтобы они все выносились влево и перемножались. Итак, от крышечки мы требуем ассоциативность, чтобы не важно было, как расставлять скобки. Дистрибутивность относительно плюса, как будто бы крышечка – это умножение. Числа должны выноситься влево, как общий множитель. И еще крышечка должна быть такой, что при умножении на число, это число тоже выносится влево. И, наконец, самая важная часть про крышечку – это то, что она антикоммутативна. Вот когда мы задали все, что мы только что задали, мы, по сути дела, определили алгебру, внешнюю алгебру Грассмана. Вот законы. Когда мы определили антикоммутативность, что у нас автоматически появилось? У нас автоматически появилось, что еита на еита равняется нулю. Почему? Потому что, давайте вместо g возьмем и перенесем все в одну сторону, и получится 2 еита на еита равняется нулю. Это означает, что еита на еита равняется нулю. Из коммутативности следует, что мы не можем иметь два одинаковых еитых в произведении через крышечку. Можем, но это выражение будет равно нулю. Поэтому эффективное количество базисных векторов в внешней алгебре Грассмана над R3 8. У нас есть скаляр, у нас есть 3 базисных вектора из обычного векторного пространства, 3 b-вектора и 1 3-вектор. Еще раз, почему он один? Почему нету E2 на E1 и на E3? Есть, но мы же можем переставлять элементы, и поэтому все комбинации перестановок индексов 1, 2, 3, они все в итоге сводятся к этому вектору. С помощью перестановки и выноса наружу минус единицы. Давайте рассмотрим простейшую реализацию внешней алгебры на языке математика в трехмерном пространстве. Эта реализация помещается буквально на один экран с комментариями. Забудем все, что мы знали про оператор wedge, и скажем, что он у нас flat, плоский. Это так в математике обозначается ассоциативность. Дистрибутивность делается таким образом. Мы говорим, что если у нас встречается wedge от a умножить на что-то, и этот a – это выражение с головой плюс, то есть выражение, где что-то плюс что-то, то мы должны применить функцию distribute, обозначим временно вместо wedge напишем tmpv, как такой, какой-то символ временный. Скажем математике интерпретировать этот символ как умножение и выполнить дистрибуцию относительно сложения. Вот это интерпретируется как умножение. И еще два дополнительных аргумента есть функции distribute, которые говорят, на что надо заменить плюс, на плюс, и на что надо заменить то, что мы воспринимаем как умножение. Ответ wedge. Дальше. Мы говорим, что если внутри wedge есть какой-то префикс, какое-то количество аргументов, вот 3 подчеркивания означает какое-то количество аргументов, 0, 1 или больше, то есть sequence аргументов. Потом есть какой-то аргумент, который представляет собой умножение числа на что-то,
а дальше опять какой-то секвенс аргументов, то в итоге мы это выражение должны упростить до этого. Ну, то есть вынести множитель x за скобку. Дальше. Если встречается просто число, то его тоже надо вынести за скобку. Ну и дальше правило антикоммутативности. Мы говорим, что еита на ита равняется нулю. Вот математика понимает такие шаблоны, понимает, что этот индекс и этот должны быть любым числом, но главное, что это одно и то же число. Дальше мы говорим, что e2, e1 надо превращать в e1, e2. e3, e1 надо превращать в e1, e3. И e3, e2 надо превращать в e2, e3. Мы, по сути дела, тут говорим, что когда мы видим соседей внутри веджа, которые имеют индексы в неправильном порядке, то надо эти индексы расположить в правильном порядке. Ну и минус единичка прилетает от антикоммутативности. Wedge от А просто равно А. Мы говорим, что унарным образом примененный wedge – это сам аргумент А. Ну и wedge от пустоты равен единице. В итоге все работает. И уже на этом этапе, после одностраничного определения, мы получаем нечто содержательное. Мы получаем, что с помощью внешнего произведения можно получать детерминант матрицы из трех векторов. Внешнее произведение трех обычных векторов дает нам псевдоскаляр размера детерминанта матрицы. Вот. Давайте побольше узнаем про то, какие бывают атрибуты. Вот, например, встроенный оператор плюс. У него есть имя plus, но он как бы красиво записывается с помощью плюсика. Так вот, у оператора plus есть такие атрибуты. Во-первых, он flat. Это означает, что a плюс b плюс c, где скобочки стоят так, превращается в plus от трех аргументов. Вообще, любая иерархия пласов превращается в plus от n аргументов. Вот что такое flat. Да, понятно, что это не ассоциативность. Это про то, что мы должны иерархию делать одноуровневой. И если мы позволяем себе такие вещи делать, то это значит, что оператор должен быть ассоциативным. Listable – удобный атрибут, который позволяет нам применять эту функцию или оператор сразу же к списку. Список плюс число – это и список, где к каждому элементу добавлено это число. Numeric function – на входе числа, выход числа. One identity означает, что унарным образом оператор plus, примененный к x, дает x. Orderless – это такое тоже, по сути дела, обозначение для коммутативности. Оно означает, что plus от какого-то количества аргументов автоматически превращается в plus от отсортированных аргументов. И да, это неправильно называть коммутативностью. Это то, какое преобразование происходит. И если мы позволяем себе такое преобразование, то, видимо, оператор коммутативный. Protected означает, что мы не можем переопределить этот оператор. Ну, насчет последнего все просто. Говорим, хотим, чтобы 1 плюс 2 было равно 4. Он говорит, нельзя. Но если мы сделаем unprotect для plus, то мы сможем переопределить операцию сложения для каких-то своих объектов. Давайте пошагово посмотрим, как это все работает. Вот рассмотрим какой-то оператор circle plus, например. Вот сейчас он не знает, что делать с этим выражением, и не происходит никаких вычислений. У него нету правил про оператор circle plus. Но как только мы назначили атрибут flat, он сразу же делает некоторое преобразование и иерархию глубины 2 превращает в одноуровневую штуку от трех аргументов. Ну, в частности, вот. Когда мы говорим orderless, он делает сортировку автоматически. Видите? Было 3, 2, 1, стало 1, 2, 3. И это позволяет ему знать, что это равно этому, не делая вычислений.
Значит, Circle Plus от тройки, это Circle Plus, он не знает, что с этим делать. Но мы можем сказать, что выполнено One Identity, что унарный оператор Circle Plus не меняет свой аргумент. Но правда, вот я тут обнаружил, что он это не совсем понимает. Если вы хотите явно сделать преобразование Circle Plus от А в А, то вам нужно написать вот эту штуку. Тут по сложным причинам надо писать verbatim. Я не буду объяснять почему. Вот. Таким образом, если вам хочется сделать свой какой-то оператор, то часть работы можно выполнить с помощью атрибутов. Ну, а часть с помощью правил, например, таких. Дальше. Я хочу немножко рассказать о математике. Про то, что такое тензорная алгебра свободная и что такое факторизация. Тензорная алгебра очень простая штука. И тут основное непонимание может возникнуть именно с вопросом, зачем все это делается, вся эта странная штука. Так вот, зачем это все делается? Тензорная алгебра – это такая болванка сырая, из которой потом можно делать нужные вам содержательные алгебры. Как она конструируется? Пусть у вас есть числа k и какое-то векторное пространство над этим числовым полем. И там есть, конечно же, оператор сложения векторов и умножение векторов на числа. Что вы делаете? Вы добавляете оператор тензорного умножения, который ассоциативный, дистрибутивный и линейное относительное умножение на числа. Что это означает? Это означает, что здесь вот не так важно, как расставлены скобки. То, что надо раскрывать такие выражения, как будто бы это умножение. Я здесь не написал. И то, что числа можно выносить наружу и перемножать их друг с другом. Тензорная алгебра состоит из выражений такого вида. Сумма, формальная сумма скаляра, каких-то чисел, умноженных на иитых, каких-то чисел, умноженных на ииты, на ежиты и так далее. Как происходит умножение двух таких формальных сумм? Очень просто. Каждый элемент из первой скобочки умножается на каждый элемент из второй скобочки. Привычным образом. И вот, например, 3e3 умноженное на 3e1e3 превращается в... Тут у меня неправильная ошибка. В 9e3 e1e3. Вот так вот. Тройки вынеслись наружу, перемножились и стали общим множителем к этому выражению. Записывается это таким образом. Тензорная алгебра над V – это прямая сумма различных множеств. Числового поля k самого, векторного пространства v исходного, а также v в квадрате, v в кубе и так далее. Можно, значит, если у вас есть такая формальная сумма, то можно говорить, что двойка принадлежит компоненте k, вот эта штука принадлежит компоненте v, этот вот b-вектор принадлежит компоненте вот этой и так далее. Это называются гриды. И вся эта штука просто формальная сумма, построенная над иитами, как будто бы это переменные, и с использованием знака тензорного умножения. Просто формальная сумма. И иногда это тяжело понять концепцию формальных сумм. У меня были такие случаи, что люди требовали ответа, чему равняется это произведение, чему. Ну, это сложно ответить на этот вопрос. Мы не раскрываем это умножение, потому что нет ответа на этот вопрос. Скажем так. Есть анекдот такой. Есть 10 типов людей. Те, которые понимают, что такое двоичная система числения, и те, которые не понимают. Мне кажется, нужно аналогичный анекдот придумать про формальные суммы. Есть люди, которые понимают формальные суммы, и те, которые не понимают. Даже лучше так. Есть вот такое количество людей. Те, которым плевать на формальные суммы, те, которые их не понимают, те, которые их понимают,
Те, которые их не понимают и потом еще раз не понимают. Те, которые их не понимают, потом понимают, понимают, не понимают, понимают, понимают и так далее. А есть люди, которые понимают, что такое формальные суммы. Итога. Тензорная алгебра – это алгебра формальных выражений, построенная на векторах E1, E2, E3, En, где знак умножения вот такой вот, и он ассоциативный, дистрибутивный, и чиселки выносятся влево. Теперь, когда мы берем и постулируем антикоммутативность этого умножения, то мы получаем немедленно алгебру Грассмана. После того, как мы это запостулировали, надо поменять этот значок на этот, и все. Записывается на математическом языке это таким образом. Внешнее произведение векторного пространства на себя – это тензорное произведение V на V, факторизованное по выражениям типа V на V. То есть мы как бы говорим, что два элемента внутри тензорной алгебры V на V считаются одинаковыми, если не отличаются на V, тензорное умножение V. Ну или эквивалентное определение внешней алгебры. Еще раз. Внешняя алгебра над векторным пространством V – это тензорная алгебра ТВ со всеми делами, в которой мы значок тензорного умножения заменили на крышечку. Это самое важное. И еще запостулировали антикоммутативность, когда мы делаем внешнее умножение двух векторов из V. Ну или двух базисных векторов из V. То есть формальная сумма выглядит таким же образом, как и раньше, но в умножении появляются новые моменты. Вот давайте рассмотрим это умножение. И что в итоге будет? В итоге будет... Что-то у меня тут ошибки какие-то нарисованы. E1, E3. В итоге у нас получается, что 1 умножается на каждый элемент из этой скобки. Получаем это. Минус 2e2 умножается на каждый элемент этой скобки. Получается вот это. И 3e3. То же самое. Что мы делаем дальше? Мы дальше видим, что вот это равняется нулю, потому что e2 на e2 равняется нулю. Дальше здесь вот мы упорядочиваем индексы e2 и e1, переставляем местами. Мы как бы в уме рисуем скобочки вокруг них, переставляем местами, появляется знак минус, он вылетает наружу и убивает этот минус. Получается 6. И здесь это слагаемое умирает, потому что в ней встречается e3 на e3. Мы как можем доказать, что это выражение равняется нулю? Во-первых, мы скобочки рисуем здесь, переставляем местами, минус вылетает наружу, и теперь у нас e3 находится здесь, потом мы рисуем скобочки вокруг e3, крышечка e3, и эта вещь равняется нулю. А нолик вылетает наружу как общий множитель, поэтому это слагаемое тоже убивается. Вот так вот. Небольшое дополнение про антикоммутативность. И из общей болванки тензорной алгебры мы получили внешнюю алгебру Грассмана. И уже здесь имеем этот вот интересный результат, что внешнее произведение трех векторов дает нам псевдовектор с детерминантом перед ним. Алгебра Клиффорда строится похожим образом, как факторизацию над ТВ. Есть неправильный подход к определению алгебры Клиффорда. Вот такой вот. Типа определим оператор кружочек, геометрическое произведение, через крышечку и через точечку. А точечка – это скалярное произведение. Но нет, это неправильный подход, это выражение не может быть определением. Это выражение верно в частных случаях. Это как бы следствие для некоторых частных случаев. А определение алгебры Клиффорда такое. Берем опять тензорную алгебру ТВ и постулируем, что для любого вектора А из V кружочек А
дает нам число скаляр, равный квадратичной форме от вектора А. Ну и обычно в качестве квадратичной формы берут обыкновенную форму, которая возвращает число 1 для всех единичных векторов из пространства V. Ну или по-другому. Алгебра Клиффорда – это факторизация алгебры ТВ по множеству таких выражений. Слова непонятны, но что делать на практике очень даже понятно. Сейчас покажу. Итак, пусть наша квадратичная форма Q равняется единице для единичных наших векторов. Тогда ЕИТ на ЕИТ минус Q ЕИТ должно быть равно нулю. Что это означает? Это означает, что ЕИТ, кружочек ЕИТ равняется единице. Окей. Дальше запишем это выражение, которое должно быть равно нулю, для ЕИТ плюс ЕЖИТ. Вот что мы получим. Переносим Q в другую сторону. Понимаем, что квадрат длины этого вектора равен 2. Это квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике с катетами 1, 1. В итоге мы раскрываем эти скобочки согласно дистрибутивному закону, получаем вот это выражение, приравниваем к двойке и получаем антикоммутативность наших базовых векторов. Смотрите, мы запостулировали вот это, а как следствие получили антикоммутативность, так же, как и во внешней алгебре. Но во внешней алгебре ЕИТ, крышечка ЕИТ равно нулю, а у нас ЕИТ, кружочек ЕИТ равняется единице. То есть антикоммутативность для разных единичных векторов и единица для квадрата одного конкретного вектора. В итоге мы имеем следующую штуку. Пусть у нас есть такое длинное-длинное выражение, где через кружочек умножены какие-то единичные вектора из исходного пространства V. Тогда с помощью вот таких вот перестановок соседних элементов мы можем двигать любой из этих векторов в любую сторону. И в частности, если у нас есть два одинаковых множителя ЕИТ, и тут тоже ЕИТ, то мы можем за какое-то количество шагов передвинуть ЕИТ сюда, поближе. Когда мы их соединим и нарисуем рядышком, мы можем вокруг них нарисовать скобочки и выполнить это умножение согласно этому правилу. И получается, что одинаковые ЕИТ в этом произведении мы можем схлопывать. В итоге эффективный базис у нас состоит только из произведений различных ЕИТах. Так же, как и во внешней алгебре, у нас получается 8 базовых векторов в этой вот тензорной алгебре. Дальше идем. Здесь я просто показал, что можно переопределить умножение, оператор звездочка. Например, таким образом. Ввести специальную буквочку тау для того, чтобы обозначать единичные вектора. Я здесь не стал использовать е, чтобы не испортить е. И сказать, что умножение двух векторов равняется единице, если и равно ж, и 0 иначе. То есть вот такая штука позволяет нам сразу же получить скалярное произведение векторов. Ладно, времени уже много прошло, а я еще ничего интересного не рассказал. Здесь далее я аккуратно определяю внешнюю алгебру и задаю оператор wedge для внешнего произведения и оператор точка center dot для скалярного произведения. Многое здесь повторяется. По сути дела, я повторяю все то же самое, что у нас уже было. Делаю удобные такие функции, чтобы генерировать бивектора или просто вектора или псевдовектора общего вида. Вот определение, которое вы уже видели. Я вот здесь просто повторяю. Center dot, скалярное произведение, определяется похожим образом. Все то же самое, дистрибутивность, возможность выносить числа за скобки. Но немножко по-другому вот здесь вот.
Скалярное произведение на число всегда дает 0. Унарный оператор center.dot дает 0. Оператор, примененный к пустоте, тоже дает 0. И еще постулируется ортогональность. Здесь у вас мог бы возникнуть вопрос, почему e1 на e1 равняется единице, когда есть это правило. Ответ сложный. Это правило приоритетнее, потому что оно проще. Углубляться не буду. Скалярное произведение, оно понятно, как устроено в grade 1, внутри пространства V. А как его определить в V квадрат или V в кубе? Ответ такой, как угодно. Но принято обычно делать вот такое определение скалярного произведения. Скалярное произведение b-вектора на себя равно минус единице. B-вектора, единичного b-вектора на себя равно минус единице. 3 вектора на себя тоже равно минус единице. 4 вектора на себя равно единице. Там такое правило используется. Надо это в уме представлять следующим образом. Давайте это ЕК подвинем влево 2 раза. Подвинули. И у нас получилось здесь ЕК и здесь ЕК. И мы как бы в уме скобочки здесь нарисовали и получили 1. И у нас ЕК саннигилировала сама собой. Потом мы ежи подвинули влево. И опять ежи через точку ежи опять аннигилируют друг с другом. Короче говоря, занимайтесь перестановкой здесь в уме. И когда два вектора стоят близко через точку, они аннигилируют, если это один и тот же единичный вектор ЕИ. Дальше. Скалярное произведение вектора из V и вектора из V квадрат вот таким образом работает. ЕИ-то как бы схлопывается с ЕИ-то и получается 1, остается ЕК. А здесь вот, чтобы ЕИ-то схлопнуть с этим ЕИ-то, надо сначала переставить в этой скобочке элементы. И минус единичка вылетит за скобку. Короче, это все, наверное, сложно, но вот так надо правильно определять скалярное произведение. В принципе, вместо множества правил можно было бы записать одно правило в общем виде, перемножая ежи-то, ек-то и ии-то и записывая, что будет, если g равно k, если не равно и так далее. Проверяем, что все это работает. Так, вот здесь чего-то не сработало, сейчас починим. Я просто не выполнил этот блок. Проверяем дальше. Выполняем это 0. Это минус 1. Это Е3. Е1, Е2 схлопнулось с Е1, Е2 и дало минус единицу. Потому что вот это минус единица. А вот так получается Е3. Потому что Е3 мы сначала 2 раза переносим в конец, потом Е2 аннигилирует и Е1 аннигилирует. Можно было бы эти определения задать через сигнатуру перестановки. Ну, например, давайте сюда посмотрим. Можно было бы так поступить. Внешнее произведение ИИ-то на ЕЖ-то и на ЕК-то равно, если они все разные, эти индексы, то есть и GK равно 1, 2, 3 в каком-то порядке. Вот это произведение должно быть равно Е1, Е2, Е3 умножить на 1 или минус 1, в зависимости от того, сколько перестановок соседних элементов надо сделать, чтобы получить 1, 2, 3. Это называется сигнатура перестановки. Но здесь нас ждет неприятная засада. Мы, когда записываем это правило, мы получаем справа Е1, Е2, Е3, и к этому выражению снова применится это правило. И получится бесконечная рекурсия. Чтобы этого не было, надо в правой части записать нечто, что не подходит под этот шаблон. И в некоторых пакетах это делается следующим образом. Вот это вот произведение записывается как Е от набора индексов, где набор индексов уже упорядочен. Вот, это один из подходов возможных. Но я по этому пути не пошел. Так, проверяем, что все это работает.
числа выносятся за скобочку. Но вот с x проблема. Он не знает, что x это число. Может быть, x это тоже вектор. А нам хотелось бы, чтобы он в какой-то момент понял, что x это число и вынес его за скобочку. Сейчас мы это проделаем. Как это делается? Итак, видите, он вычисляет детерминант матрицы, но если мы зададим абстрактные координаты, символьные x1, y1, z1 и так далее, то мы не получим формулу детерминанта. А хотелось бы. Для этого вместо определения вот такого, где мы требуем, чтобы x было числом, и тогда x выносится за скобку, мы потребуем, чтобы x было не вектором. И чтобы не вектор выносился за скобку. Как это делается? Говорим, что вектор это выражение, которое начинается с center dot, или выражение, которое начинается с wedge, или сам базисный вектор e. А все остальное, except вектор t, это не вектор. Да, еще мы скажем, что плюс, выражение, которое начинается на плюс, тоже не вектор. Мы хотим, чтобы плюс был отработан через закон дистрибутивности. И поэтому не рассматриваем суммы как не вектор. Проверяем, что чему мэчится. И видим, что вот E3 это вектор и не вектор. А вот это выражение, оно как бы никакое. Оно не является ни выражением типа вектор, ни выражением типа n-вектор. Дальше. Определяю, значит, center dot, уже используя не q-number, а n-вектор t. Ну, как я уже сказал. Проверяем. 1, 2, 3 выносится за скобку, и ABC тоже выносится за скобку. Проверяем. Проверяем. Он считает, что это не вектор, а когда скалярным образом вектор умножается на невектор, получается 0. Всегда. Так мы запостулировали. Тут нет какого-то секрета. Дальше. Мы хотим, чтобы он, делая символьное вычисление, собирал одинаковые слагаемые вместе. Как вот здесь, например, при x собирается 1 плюс a, мы хотим, чтобы вот в этом выражении происходило объединение слагаемых, чтобы вот эти два слагаемых объединились в одно слагаемое. Для этого мы записываем функцию te, которая делает коллект для выражения. И второй аргумент коллекта – это паттерны, которые должны восприниматься как переменные. Мы говорим, как бы при вот этих вот переменных надо собирать все выражения. Проверяем. Проверяем. Вот. Важный milestone. Мы с помощью алгебры Грассмана получили символьное выражение для детерминанта матрицы 3 на 3. Проверяем, что все работает так, как надо. Вот здесь вот произведение этого на это дало вот эту. Потому что произведение это на это дает 0. Ага. И остается только эта часть. Хорошо. Все правильно. Еще один способ получить символьное выражение для детерминанта – это выполнить смешанное произведение трех векторов. Здесь оно превращается в внешнее произведение двух векторов умножить скалярным образом на b-вектор. Что еще хотелось мне здесь рассказать? Хотелось рассказать, как можно какие-то вещи оставлять на конец. То есть какие-то законы преобразования вы записываете с помощью двоеточия равно, а какие-то можно перенести на самый конец на момент выполнения функции te. В этой функции спрятано collect и еще, например, какие-то правила упрощения.
Здесь я использую вот такую стрелочку, а не такую, потому что я хочу, чтобы вычисление правой части делалось каждый раз, а не так, что вначале мы запомним эти правила и вычислим правую часть, и уже будем подставлять вычисленное значение. Нет, мы будем вычислять правую часть правила каждый раз. Разница этих двух стрелочек видна хорошо вот на этих двух примерах. Но надо сказать, что мне это не нужно на самом деле. Все работает и так. Просто у меня вначале не работало, и я думал, что это мне пригодится. Короче говоря, какие-то финальные правила преобразования можно оставить на последний этап. Теперь давайте определим алгебру Клиффорда. Вот через знак small circle. Еще раз повторюсь, есть такой соблазн определить small circle как через точку и через внешнее произведение. Но это не работает. Работает, но лишь для малых грейдов. Поэтому для small circle, для геометрического умножения, надо повторять все заново. Сейчас мы уже будем использовать small circle для того, чтобы делать мультивектора. Записываем, что small circle от v равняется v. Да, и здесь я попробовал уже не делать атрибут flat, а самому определить концепцию flat. Концепция flat может быть определена руками вот таким образом. Любая иерархия small circle превращается в плоскую штуку. Small circle от многих аргументов. Здесь как бы написано, если внутри small circle один из аргументов снова small circle, то надо сделать small circle от всех этих аргументов. 3 подчеркивания – это какая-то последовательность аргументов длины 0, 1 или больше, а одно подчеркивание – это один аргумент. Здесь последовательности, они как бы раскрываются как последовательности, а не как список. Вот если S1 – это 3 аргумента, то здесь будет small circle от 1, 2, 3, 4 аргумент, тут какое-то количество аргументов, тут какое-то количество аргументов. Дальше. От того, что я не указал, что small circle у меня flat, сам руками его определил, и здесь мне придется тоже мучиться. Говорить, что любая пара EI на EG внутри small circle должна быть представлена так, чтобы индексы шли в порядке возрастания. Угу. Числа выносятся за скобку, число А выносится за скобку. Если число А находится на втором месте, оператор times тоже выносится за скобку. Вот. Если это просто число, то оно выносится за скобку. А plus, если мы встретили plus, то надо применить distribute. Теперь я хочу, чтобы у меня работало и для внешнего произведения, и для геометрического произведения. Все эти вещи я рассматриваю как базовые переменные, при которых надо собирать выражения. Проверяю, что все работает. Я забыл выполнить вот это. Заново проверяю. Так, теперь работает все. И мы получаем правильное выражение. Произведение любых формальных сумм превращается в формальную сумму, где элементы это такие вот произведения яитых с разными индексами. И они умножаются на какие-то числа, которые уже не являются векторами. И TE делает важную операцию collect. И при одинаковых базисных мультивекторах у нас накапливаются выражения. Вот это я умножил 2 мультивектора общего вида. Получается длинное-длинное выражение. Ну что, тут хочется еще раз пояснить, откуда берется вот это вот выражение. Оно берется из того, что оно верно. Действительно, иита на иита равняется единице, и левая часть равняется правой. А когда и же разные,
то верно вот это. Раз это выражение верно для базовых векторов, то это верно и для любых векторов из V в силу билинейности этого, этого и этого. Дальше. Мы как бы постулируем, что вот это вот умножение, кружочек, в случае, когда умножается на число, равно обыкновенному умножению на число. То есть, если здесь стоит 10, кружочек E1, то получается вектор длины 10 в направлении базового вектора EI. Из этого утверждения сразу немедленно следует, что скалярное произведение 1 на EI должно быть равно нулю, потому что вот это выражение равняется EI уже. Значит, этот остаток должен быть равен нулю. Именно поэтому возникла такая интуиция, что скалярное произведение числа на вектор дает 0. Ну ладно, тут я просто поясняю разные интуиции, которые использовались для того, чтобы понять про то, как правильно определить скалярное произведение на мультивекторах. Про применение. Уже много времени, пора рассказать про применение. Скорее всего, то, что я рассказал, совершенно не заходит и непонятно. Но моя цель заинтересовать. Надо внимательно прочитать этот ноутбук, чтобы действительно понять, как это все сделано, как это все реализовано. Примеров много, я расскажу про самые базовые. Во-первых, с помощью этой концепции геометрического произведения можно имплементировать комплексные числа. Для этого надо взять алгебру Клиффорда, где квадратичная форма дает -1, и пространство исходное векторное одномерно, просто одно число вещественное. Итак, мы говорим, что квадратичная форма равна -1 на единственном базовом векторе в пространстве V. Ну и тогда, конечно же, мы получаем, что это умножение соответствует умножению комплексных чисел, а базовый вектор E1 соответствует мнимой единице I. Можно было бы взять алгебру Клиффорда на двухмерном пространстве r в квадрат с обыкновенным евклидовым скалярным произведением, где EIT на EIT дает 1, а не -1. Но в этой алгебре нам нужно было бы взять просто b вектора. Ну, точнее, он там один. E1 умножить на E2. E2 умножить на 1 тоже есть, но он равен -E1 умножить на E2. То есть в алгебре Клиффорда 2,0 над R можно было бы рассмотреть пространство, состоящее из линейной комбинации скаляра и бивектора, только бивектора и скаляра рассмотреть. И тогда в этом пространстве у нас получаются комплексные числа. Проверяем. Та же самая формула умножения. E1 на E2 надо воспринимать как мнимую единицу. Мы как бы взяли тензорную алгебру, только четную часть ее, где мы берем k, v квадрат, v в четвертой и так далее. А v и v в кубе не берем. Следующее применение. Кватернионы. Кватернионы можно реализовать таким образом. Взять алгебру Клиффорда, где квадраты всех векторов равны -1. И еще запостулировать эти три равенства. И получаются кватернионы. То есть сделать дополнительную факторизацию алгебры Клиффорда по вот этим трем отношениям. И тогда будут кватернионы. Но есть другой вариант. Опять можно рассмотреть четную подалгебру в алгебре Клиффорда 3,0. Тут было 0,3, потому что мы как бы 3 раза взяли -1. E1 в квадрате дает -1, E2 дает -1, и E3 в квадрате дает -1. А здесь мы взяли вектора, у которых квадраты равны единице, но опять рассмотрели только линейные комбинации скаляров и бивекторов. Вот такие вот выражения только рассмотрели. Произведение таких штук снова дает вектор, состоящий из скаляра и бивекторов.
Вот скаляр. Ну, давайте. Вот скаляр, а вот три компоненты b-вектора. И это правильное умножение кватернионов. Ну, давайте я проиллюстрирую это на примере известной всем формулы поворота. Чтобы повернуть вектор v, надо слева умножить на это, а справа умножить на это. И тогда в результате произойдет поворот на угол альфа вокруг вектора u. Вектор u надо задавать как b-вектор. Ладно. Короче говоря, алгебра Клиффорда является общим случаем. И как частные случаи можно реализовать комплексные числа, например, либо так, либо четную подалгебру в алгебре Клиффорда R2. Кватернионы можно реализовать как четную сабалгебру в алгебре Клиффорда 3.0. Ну или как алгебру Клиффорда 0.3 с дополнительными соотношениями. Да, еще раз поясню. Запись CLPQ означает, что мы берем квадратичную форму Q, у которой первые P векторов имеют норму 1, а вторые Q векторов имеют норму минус 1. Вот. Две реализации кватернионов. Дальше. Уравнение Максвелла можно записать в одну строчку. Вот здесь вот на самом деле стоит умножение через кружочек. Вот так. Где F это такое электромагнитное поле, состоящее из вектора E и бивектора B. Этот значок означает оператор дифференцирования. Здесь оператор дифференцирования, он как число воспринимается, и просто базовые вектора умножаются слева на оператор дифференцирования. А G это мультивектор, состоящий из скаляра плотность заряда и вектора тока G. И можно убедиться, что когда вы раскроете это выражение, у вас будет как раз уравнение Максвелла. Ну и детерминант. Ладно, давайте сейчас я расскажу про уравнение Максвелла. Вот то, что я только что проговорил. Электромагнитное поле F, оператор дифференцирования D и мультивектор G, состоящий из плотности заряда и вектора тока. Проверяем и получаем вот такое вот выражение равно нулю. Оно равно нулю тогда, когда скаляр равен нулю. Вот скаляр. Когда b-вектор равен нулю, вот, значит, эти вот три компоненты равны нулю. И когда векторная часть, вот это вот, равняется нулю. То, что при e1, e2, e3. И когда псевдоскаляр тоже равен нулю. Вот это вот дивергенция магнитного поля, получается, у нас равняется нулю. Дивергенция поля E равняется плотности заряда. Все правильно записано. Дальше. Ротор E дает H. И ротор E дает... И ротор H дает у нас производную E по времени T и G. В одном уравнении мы смогли записать два скалярных уравнения про дивергенцию E и про дивергенцию H. И три векторных уравнения про ротор E и про ротор H. И здесь получилось реализовать уравнение Максвелла в алгебре Клиффорда 3.0 над R. Но правильнее ее реализовывать в четырехмерном пространстве R4, где квадратичная форма имеет сигнатуру 1,3. Я не буду это делать, явно надо определить, что E1 в квадрате дает 1, а E2 в квадрате, E3 в квадрате, E4 в квадрате дает минус 1. У меня есть реализация алгебры Клиффорда вот в этом вот файлике, готовая. Правда, ничего не работает, потому что я символ E уже испортил. Но тем не менее, давайте попробуем. Вдруг все-таки сработает. Есть готовая реализация алгебры Клиффорда в самом общем виде для самых разных квадратичных форм Q. Рекомендую пользоваться ей. Вот этим пакетом. Проверяем.
Вот, значит, сигнатура нашей квадратичной формы. Это обыкновенный вектор. Здесь снова записывается электромагнитное поле F, оператор дифференцирования и мультивектор тока G, 4 вектора G. И мы снова получаем тот же самый результат. Уравнение Максвелла правильно записывать в алгебре Клиффорда 1.3. На сегодня все. Это была очень сложная тема, требующая самостоятельного изучения. Да, не надейтесь, нет такой халявы, что вы смотрите видосик на YouTube и у вас в голове что-то остается. В голове останется, если вы возьмете ручку, бумагу или язык вольфрам математика и поделаете что-то своими руками. Математика – необычный язык программирования, это Term Reduction System, и она, пожалуй, подходит для того, чтобы реализовывать различные факторы алгебры, свободных алгебр. ТВ – это свободная тензорная алгебра, а алгебра Клиффорда – это фактор алгебра по вот этому отношению. И вот это вот обозначение Clifford PQ означает, что квадратичная форма Q, которую мы выбрали, имеет сигнатуру PQ. Алгебра Клиффорда активно используется физиками, и вот это один из самых ярких примеров – уравнение Максвелла. Более простые примеры – это кватернионы и комплексные числа, которые могут быть реализованы через алгебру Клиффорда. Возможно, эти все рассуждения выглядят крайне сложными и неестественными, и это не случайно, потому что у алгебры Клиффорда есть большая история мысли, многовековая. И естественность возникает, когда вы знаете вот всю эту предысторию. Тогда этот калькулюс в алгебре Клиффорда выглядит понятным. Видно, что он действительно обобщает многие вещи, которые встречались раньше. Там векторные произведения, внешние произведения дифференциальных форм и так далее. На сегодня все. Надеюсь, что это было интересно. По крайней мере, я вас заинтересовал. Не надеюсь, что что-то было понятно. Чтобы стало понятно, читайте ноутбук, ссылку на который я оставил внизу в описании. Всем удачи, пока.